Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня ко мне пришла новая клиентка с жалобами на сколы со стороны свободного края. У нее покрытие гель-лак на базе для гель-лака, и у нее постоянно отслаивается натуральный ноготок с торца. Видимо, ее ноготочек мягенький, очень хорошо напитывает влагу и просто склонен к отслоениям. Что в данном случае лучше всего сделать? Конечно же, просто нафиг выпилить этот ноготок, который отслаиваться, и отслаиваться будет просто нечему. Поэтому в данном случае мы снимаем базу для гель-лака максимально тоненько до ноготочка, но без ноготочка, поскольку нам все равно не нужно травмировать натуральный ноготь. Если у нас останется небольшой слой базы, он нам никоим образом не помешает. Самое главное выпилить все отслойки. Видим, что на мизинчике у нас не хватает уголочка, но это опять же нам никоим образом не помешает, потому что коррекцию планируем делать акрилатиком, а акрилатиком на воздух добавим этот уголочек за одно движение кисточки. Далее классическим образом подготавливаем ногтевую пластину. Убираем птриги, наносим праймер, базовый гель, все как обычно. И переходим к моделированию. В данном случае мы будем ноготки именно моделировать, потому что указательный и безымянный пальчик нам необходимо немножечко повернуть, на мизинчике добить уголочек, которого нам не хватало, и исправить еще несколько проблем. Например, клюнувший указательный пальчик хотелось бы тоже немножечко приподнять. Начинаем моделирование с мизинчика. Здесь в принципе ничего сложного, это мы с вами уже не раз проходили. У меня на канале есть плейлист с моделированием, поэтому если у кого-то есть какие-то вопросы по этому делу, зайдите туда и посмотрите, там очень много роликов, где вы найдете ответы на любой интересующий вас вопрос. А теперь нам осталось только попилить. Опять же, восстанавливаем боковые параллельки нашего пальчика. Именно это нам нужно сделать в первую очередь, потому что здесь нам, напоминаю, не хватало кусочка, который не достраивал боковую сторону. И в то же время, если вы обратили внимание, когда ноготочки были покрыты гель-лаком, гель-лаковая база все равно стремится утечь немножечко в бока, и она визуально наш ноготочек расширяла. Наша же задача сохранить узость ногтевой пластины, поэтому максимально с боков материал пилочкой собираем. И, конечно же, выпиливаем того предателя, который нам портил все отношение. Выпиливаем к чертовой бабушке натуральный ноготь. Он не отвечает за носибельность, он не добавляет жесткости нашей конструкции, он не делает ногти более носибельными, он только балуется под материалом, то есть отслаивается, откалывается и ведет себя наглым образом не так, как нам нужно. Поэтому удаляем его, и отслаиваться, соответственно, у нас
нас будет просто нечему. А теперь самая любимая часть процедуры, конечно же, дизайн. В данном случае мы подобрали вот такие два контрастных, очень интересных по сочетанию с друг другом оттенка. Светло-светло-фисташковый и такой вот темно-сливово-фиолетовый. Очень интересная цветовая гамма, очень интересное цветовое решение. Мы с клиенткой долго его выбирали. В конечном итоге обе остались очень довольны. Ну и поскольку у нас клиентка новенькая, к дизайну еще не приученная, не тренированная, поэтому рисуем в стиле моего минимализма, да? Ну, как вы понимаете, минимализм и я это понятие несоотносимые, поэтому рисуем именно в стиле моего минимализма. На один пальчик у нас такая вот вертикальная композиция с красивым сочетанием элементов с минимум оттенков, потому что в данном случае мы используем смешивание цветов между фисташковым и темно-синим, вот этим, которым мы покрывали ногти. Именно смешивая эти два оттенка, мы получаем другие цвета для нашего дизайна. То есть здесь не использованы больше никакие оттенки. Соответственно, у нас получается дизайн с минимальным использованием цветовой гаммы, то есть у нас полный монохром. Ну а что же нарисовать здесь приходит в процессе работы, потому что мы совершенно не задумываемся о том, чего хочется. Единственное, что клиентка попросила, что ей хочется более нежного какого-то дизайна, поэтому в данном случае решаю использовать вот такие вот закругленные вензельные элементы. Ну а далее просто изменяю оттенки этого цвета, то есть подмешиваю либо больше синего, либо больше фисташки, либо подмешиваю немножечко беленького и получаем оттенки градации одного цвета и получаем вот такой вот потрясающий дизайн. В принципе, я так понимаю, больше в комментариях он не нуждается. Перекрываем наш дизайн матовым финишем, и после матового финиша я прорисовала еще немножечко, буквально 2 полосочки
чисто белой прорисовки. К сожалению, почему-то камера в этот момент у меня снимать отказалась, и куда-то этот кусок делся. Но, тем не менее, знаете, после матового финиша у нас идет еще тоненькая глянцевая белая прорисовочка. Вот, собственно говоря, и все, такой дизайн ногтей у нас получился. Получилось очень стильно, очень интересно, необычно и смотрится очень вкусно. Мы остались довольны. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!